Тема сегодняшнего занятия – стена. И сегодня мы поговорим о инструменте стена, как им пользоваться, как создавать стены и их редактировать. Но прежде маленькое такое отступление. Кроме самой стены и других инструментов моделирования, есть много инструментов, которые предназначены для редактирования. По моему мнению, нет смысла изучать эти инструменты отдельно, поскольку это забывается и потом непонятно, куда и когда их можно использовать. Поэтому я практикую так. Мы изучаем сначала инструменты моделирования, и в процессе, если нам будет необходимо воспользоваться каким-то инструментом редактирования, то мы этим инструментом и попользуемся. Я подготовил план этажа и здесь создал сетку из осей. 6 вертикальных, 5 горизонтальных осей. Плюс у меня открыт 3D вид. Ну и на фасаде, сейчас я вам покажу, создано 2 уровня. Это в шаблоне есть готовые. Я плюс еще дополнительно один создал. Если я буду строить стены ниже уровня этажа, то стены будут у меня привязываться за уровень 1, поскольку он у меня открыт уровень 1. Но те стены, которые будут, например, идти от уровня земли до уровня 1 этажа, они бы не были видны. Поэтому я щелкнул по плану, открылись свойства плана, и здесь в плане выбрал подложка. И вот здесь стояло нет, а я поставил уровень земли. То есть у меня будут видны те стены, которые идут от уровня земли до уровня плана 1 этажа. Я их буду только видеть бледной тоненькой линией, я не смогу с ними ничего сделать, но я буду видеть и по ним ориентироваться. Теперь о самой стене. Чтобы построить стену, мы щелкаем по иконке, выбираем стена архитектурная и дальше выбираем тип стены. Ну вот здесь в библиотеке уже в шаблоне заложены некоторые стены, которые можно выбрать. Ну, да и может случиться так, что нам такой, какая нам необходима, ее нет. Мы ее можем создать. Ну, давайте сначала выберем готовую. Например, наружный слой кирпичной металлической обрешетки. Выбрали такую стену, тип стены. И дальше, что мы с ней можем сделать? Во-первых, обратите внимание, открылась здесь панель параметров. Здесь мы можем выполнить настройки. Ну, кстати, эти настройки, они же здесь есть и в палитре свойств. Но здесь именно указаны и вынесены те настройки, которые обязательно нужно сделать. Это первое, но мы чуть позже их поставим. Но мы вначале посмотрим, как эту стену можно изменить. Тип. Нажимаем «Изменить». Внизу открывается окошко, свойства типа. Внизу нажимаем «Просмотр», и мы видим конструкцию нашей стены. Вот так она выглядит. А здесь прописано, что, видите, там есть огибание, об этом чуть позже. Ну, то здесь прописаны, какие материалы, какие их свойства. Это очень важно для, допустим, расчетов потом будущих. Ну, вот здесь это все можно указать для материала. Но мы хотим поменять конструкцию стены. Вот здесь мы, когда открываем, то мы можем что здесь сделать? Открывается здесь табличка, в которой прописаны все слои, из которых стоит стена. И вот видите, здесь есть кирпич, воздух, барьеры, там изоляция, фанера, обшивка, сердцевина, это несущая часть. Там должно быть металлическая обрешетка, потом изолирующее покрытие, отделка, толщина их указана. Мы можем здесь поменять эту толщину.
И здесь она поменяется. Можем удалить слой, он поменяется, да, этот слой. Ну, все что угодно можем сделать. Плюс мы можем слои менять местами, удалять, перемещать вниз, вверх, выбранный, подсвеченный черным слой. И можем еще изменять стандарт нагибания вместо вставки элемента. Ну, я это потом тоже чуть позже покажу. Если мы вот здесь сейчас поменяем, то в библиотеке та стена, которая есть, она будет называться так, как и называлась раньше, но устройство ее будет другое. Поэтому, если я хочу поменять, то надо сделать что? Сначала создать новое системное семейство нового типа. Вот смотрите, я должен скопировать то, что есть, и назвать ее. Новая, допустим, стена. Окей. Вот она у меня стала новая. Теперь старый тип, который есть там в библиотеке, в шаблоне, он никуда не денется, и все будет соответствовать. А теперь я могу поменять. Ну, например, что я могу сделать? Все, что нам угодно. Вот, допустим, я могу здесь, скажем, поменять толщину слоя воздуха. Поставлю 20 миллиметров. И обратите внимание, вот он здесь поменялся. Там отделку поставлю другой толщины. Вот она увеличилась. Могу слой добавить, могу слой удалить. Да, вообще, да. Все, что угодно могу сделать. Я нажимаю ОК. И ОК. Окей, и теперь инструмент продолжает работать. Теперь нам надо сделать что? Настроить на панели параметров. Тут высота, первая кнопочка, и глубина есть. Это означает, если стоит высота, то стена будет строиться от уровня плана первого этажа вверх. Вторая кнопочка нам показывает, до какого уровня будет строиться. Если стоит у нас уровень вот здесь 2, то значит до второго уровня. Если мы поставим не присоединенная, то она будет, соответственно, 8 метров. Да, 8 метров. А так она будет иметь высоту равную разнице высот между первым и вторым уровнем. Дальше привязка. Здесь мы можем установить привязку разную. Осевая линия стены. Это означает, вся толщина стены пополам, да, делится. Осевая линия сердцевины. Это значит, что несущая часть стены делится пополам, и она привязывается. Ну и дальше, соответственно, чистовая поверхность, либо там сердцевина, либо наружная, внутренняя. Может случиться так, что нам вот этого недостаточно. Тогда мы можем дополнительно установить смещение. Вот здесь мы смещение поставим, то будет привязка такая, и плюс дополнительно будет смещаться на то расстояние, которое нам нужно. То есть мы можем что сделать? Любую установить, которую необходимо нам привязку. По умолчанию стоит галочка «Цепь». Это означает, что мы стену, когда будем строить, мы будем щелкать по пересечению. Здесь, здесь, там, здесь, здесь, здесь. И стена будет строиться непрерывно. Но бывает так, что у нас, например, вот здесь одна должна быть привязка, здесь другая привязка. Поэтому мы можем галочку убрать. Здесь с одной привязкой стену построили, а здесь с другой с привязкой стену построили. Если нам необходимо, допустим, делать закругление в местах, мы можем поставить радиус. И статус соединения разрешить, это означает то, что наши стены будут соединяться в одно единое целое. Ну, теперь давайте построим такую стену. Я щелкаю по местам пересечения осей. И иду справа налево. Закончил, нажимаю Escape 2 раза. И вот наша стена построилась. Да. Вы видите, у нас внутренний слой, это должен быть белая штукатурка. Вот он у нас так и есть. Если бы мы строили, например, кусочек так, то если бы мы в другую сторону начали строить, то лицевой слой у нас мог бы оказаться внутри. Это не беда. Вот я поставлю так, чтобы было видна у нас
скрытая линия, то есть конструкция стены. Кстати, если я поставлю, например, детализацию низкую, то стена будет отображаться как? Просто двумя линиями. Ну, нам надо, чтобы было видно ее структура. И вот если построится у меня стена задом наперед, то я могу что выделить стену и вот здесь ее по ней щелкнуть, то она перевернется наоборот. И вот смотрите, видите, лицевая сторона стала внутри. Ну, что неправильно, теперь мы вернем ее в правильное положение. Дальше у нас могут быть, ну что еще со стеной в процессе построения. Давайте мы построим еще другой тип стены. И, например, построим ее, выберем стена архитектурная, выберем другую стену и поставим там типовой 250 миллиметров. Это что? Просто бетонная стена толщиной 250. И мы построим ее вниз, то есть высота возьмем глубина и до уровня земли построим ее, эту стену. Ну, остальные привязки оставим точно так же. И смотрите, я дальше точно так же щелкаю по пересечению осей. Вот здесь, в этом месте по пересечению и в этом месте по пересечению. Escape нажимаю 2 раза. И обратите внимание, что стена у меня построилась как? Вот она стала, да? От уровня плана первого этажа вниз, да? Ну, такую цокольную стену мы построили. И, кстати, давайте я еще покажу, как она будет выглядеть, да? Вот те же у нас параметры. По умолчанию, когда я выбрал стену, открылась последняя. И я щелкну здесь на пересечении. И дальше здесь на пересечении. Вот смотрите, эта стена там, где нам надо, там и построилась. Но здесь на плане она изображена бледненько, да? Я вот ее ничего не могу с ней сделать. Если здесь я могу выбрать стену, здесь нет. Помните, я при подложку ставил уровень земли. Вот она теперь видна, но сделать с ней ничего нельзя. Так, дальше. Теперь, что мы можем со стенами дальше сделать? Значит, я отодвину эту стеночку чуть-чуть дальше. И давайте посмотрим. Вот у нас здесь торец стены. Да? Раз. И я поставлю сюда еще дверь. Вот так, чтобы была у нас дверь. Вот у нас есть кусочек стены. Помните, мы когда с вами изменяли тип, то мы еще с вами говорили о том, что там есть вот такие здесь кнопочки, которые позволяют изменить стандарт нагибания. Вот смотрите, в места ставки элементов в стену, ну то есть я дверь ставил, я ставлю что? Смотрите, наружные слои. В торцах стен ставлю внутренние слои. И теперь, пока я не нажал кнопочку, давайте посмотрим, как оно выглядит вот сейчас. В данном случае. Вот, видите, слои, как у меня идут. Они вот идет наружный слой, и вот идет внутренний. Внутренний, наружный. И здесь же, где у нас стоит дверь, точно так же. А теперь я здесь сейчас нажму кнопочку ОК. Окей. Ну, здесь тоже. Применить ОК. И давайте посмотрим теперь, что у нас будет со стеной. Я стену возьму архитектурной. Так. Это было не архитектурная, а вот это базовая. Если я хочу построить такую же стену, я ее могу выбрать. И здесь нажать «Создать аналог». Это проще, чем искать стену. Вот она у меня здесь. Так, а почему она там? Потому что еще раз настройки смотрим. Создать аналог и поставим ее высота. Поставим ее до уровня 2. И привязку такую же оставим. Ну вот я ее щелкаю и строю. Щелкаю и строю.
И вот обратите внимание, как у нее торец теперь изменился, да, вот изменился и поворачивается. Точно так же обратите внимание и здесь, да, то же самое, видите, оборачивается, как мы поставили, да. Ну, наверное, не очень так и правильно мы сделали, да. Но мы можем что? Вызвать, изменить тип, изменить. И в местах ставки элементов мы ставим тут наружные слои, в торцах стен наружные слои. Окей, применить, окей. И давайте посмотрим, как поменялось, да, видите, как поменялось, изменилось. Ну, мы можем еще убрать, чтобы вообще не было, и посмотреть на этой стене, да. Вот видите, точно вот здесь у нас наружный слой заворачивает, да, внутрь то, что мы с вами поставили. То есть это то, что можно сделать. Но у вас должен был бы возникнуть вопрос, а можем ли мы построить стену, которая имеет не такую форму, да, как вот мы строили сейчас. Вот смотрите, я возьму, например, сейчас построю какую-нибудь другую стену. Ну вот так, чтобы вы понимали, что можно здесь построить, ну, например, что-то такую, там, скажем, перегородку, да. Я ее тоже вот так вот щелкаю и щелкаю вот здесь. И теперь, кстати, посмотрите, вот эта перегородка кирпичная, как она врезается. И здесь, видите, штукатурку разрезает, да, и здесь точно так же врезается до вот этого основного слоя, да. Ну, кроме таких моментов, мы можем, допустим, построить, если нам есть необходимость, стену архитектурную, которая была бы, ну, например, имела форму какую-то криволинейную. Пожалуйста, значит, мы только по умолчанию здесь, когда мы выбрали инструмент стена, то здесь появилось у нас, видите, что инструменты, с помощью которых мы можем рисовать положение стен. И мы можем выбрать, пожалуйста, окружность, да? Никто нам не мешает выбрать эту окружность. И давайте посмотрим, да, что теперь у нас есть. Вот мы нарисовали окружность, да. Видите, кирпичная стена круглой формы. Ну и точно так же можно любой другой формы, можем мы ее построить. Вот из тех, которые здесь есть, мы могли бы сразу построить здесь прямоугольник. Можем мы здесь нарисовать вписанный многоугольник, описанный многоугольник, окружность, дугу по начальной и конечной точкам радиуса, дугу по центру конечным точкам, с касанием в конечной точке, дугу сопряжения можем. И можем мы что сделать? Выбрать линии. Значит, этим инструментом пользуются в том случае, если мы, например, загрузили сюда подложку. Мы об этом будем позже говорить, но мы можем сюда загрузить, например, чертеж автокада, да? И потом мы можем по чертежу автокада выбирать линии, то и выбирать и по ним строить стены, да? Вот таким образом. Ну и последнее, мы можем здесь выбирать грани. Об этом мы тоже будем говорить отдельно, когда создаем формообразующие элементы. Вот видите, какой формы мы можем их создать. И назначить им материал стен. Да, материал стен. Так, ну и последнее, что еще бы нам надо посмотреть про эти стены, это как можно редактировать их профиль. Для этой цели я открыл фасад. На фасаде выбрал стену, и появилась опять же панель «Изменить стены», и вот здесь инструменты есть, которые позволяют присоединить верх основания, это, например, крыша, и вы видите на примере вот здесь, как это делается. Ну, это мы будем делать, когда будем делать крыши. Можно отсоединить, можно сделать проем.
прямоугольный в прямой или криволинейной стене. Тоже мы это будем отдельно проемы рассматривать, как делаются. А можно еще редактировать профиль. Значит, я нажимаю «Редактировать профиль». И посмотрите, программа перешла в режим эскиза. Что это означает? Означает то, что вот этот элемент весь, ну тут все, что видно, стало такое бледненькое по сравнению с тем, что было раньше. Появились две кнопочки, признак того, что программа перешла в режим эскиза. Красный крестик и зеленая галочка. Это означает, что мы можем что-то рисовать с помощью этих инструментов. Линии, прямоугольники, там окружности, сплайны можем рисовать, эллипсы можем рисовать, дуги, выбирать линии. Для чего это нам нужно? Я, например, хочу здесь нарисовать вот стену по-другому. Ну вот, например, я ее так нарисую, так. Так, Escape нажимаю 2 раза, выбираю еще дугу, и дугу вот так и вот так. Ну вот так мне взбрело в голову. Значит, правило здесь одно. Контур стены или другого любого элемента, который создается эскизом, должен быть одна замкнутая линия. То есть вот это нам не годится. Да? Мы это что выбираем, удаляем. А чтобы эскиз был замкнутый, то нам надо еще дорисовать здесь кусочек. Я вот этот кусочек дорисовал. Escape нажал 2 раза. Все. Ну и теперь остается нажать зеленую галочку, то есть принять то, что мы сделали. И давайте посмотрим теперь на 3D виде, что у нас получилось. А вот видите, вот то, что мы нарисовали здесь, то оно и получилось. Да? То и получилось. Теперь даже можно сделать так. Мы можем, эта стена наша, вот эта, значит, мы сейчас какую-нибудь другую стену сюда построим. Вот я беру типовую инструмент, типовая стена. Ну, там архитектурная, так, там выберу вот типовая, там кладка такая-то. И она у меня будет идти от 1-го этажа до 2-го этажа, ну, по центру. И смотрите, я строю ее вот здесь. Вот до этого момента. Значит, так, ругается, да? Ну, правильно, потому что я одну стену построил прямо на вторую. Теперь открываю фасад. Вот эта стена новая. Я теперь ее что? Растяну вот так чуть-чуть. Нажимаю «Редактировать профиль», «Выбрать линию» беру и выбираю ту линию, которую я рисовал, модернизируя первую стену. Все. Так, теперь что надо? Выбрать. Эта линия останется, а вот эту линию, что надо? Вот эту линию, Escape нажимаю, удалить. Вот эту. То есть я что делаю? Редактирую контур. Так, чтобы у меня получился замкнутый контур. И смотрите, вот точка, линия и дальше кривая линия. Все, нажимаю галочку зеленую. И смотрите, что у меня ругается, да? Линии не могут образовывать пересечений. Выделенные линии в настоящее время пересекаются. Давайте посмотрим, что это за линия. Это вот это, да? И верхняя. Почему не пересекаются? Потому что, видите, вот здесь вверху неправильно. Продолжить. Ну, чтобы было лучше видно, я поставлю скрытая линия, да, и давайте вот тут разберемся с этим делом. Ну, видимо, надо сделать что? Вот так, да? Так, и проверим другие стороны, тут все нормально, да?
Если нормально, нажимаем галочку зеленую, все прошло нормально. И смотрите, что мы сделали. Мы сделали криволинейную вставку в стену, да, в базовую стену ставили криволинейную вставку. Вот, в принципе, и основные вещи, которые мы должны знать для того, чтобы строить такие модели с использованием стен. У нас еще есть другие типы стен, но о них мы поговорим немножечко позже. Пока на этом все.